Дорогие друзья, здравствуйте. Э, Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я создатель и ведущая этого канала Екатерина Варади. И сегодняшний выпуск называется «День 64. Чувство вины». Это значит, что сегодня я проживаю, уже почти закончила проживать 64-й день после ухода из жизни моего младшего сына Ивана. И причиной, целью создания этого канала является, причиной является то, что я не нашла подобного канала нигде в интернете, а целью является помощь тем людям, которые переживают подобную потерю, в переживании этой потери. То есть на самом деле я не являюсь учителем, я не являюсь ни коучем, ни психологом, я просто мама. И я здесь никого не учу, я просто рассказываю о том, как переживаю эту потерю я, какие я нахожу способы для облегчения своей жизни и жизни своей семьи. И что у меня получается, а что у меня не получается. Я не пишу никогда никаких сценариев, я никогда не готовлюсь и не расписываю себе, знаете, вот контент-план, там, когда заплакать, когда улыбнуться, когда что. То есть у меня идет действительно поток сознания, то, что я думаю, о чем я задумываюсь, я вам вот так все рассказываю. Естественно, в течение дня у меня есть такое, что вот вечером мне нужно будет выпустить видео, о чем я буду рассказывать. То есть все равно, конечно, о содержании ты думаешь, но ни в коем случае не вот в таком ключе, как обычное видео. Поэтому я, вероятнее всего, иногда буду повторяться, если вы будете смотреть несколько выпусков подряд, потому что невозможно в голове удержать все, что ты там говорил за предыдущее время. Значит, начну я не с чувства вины, а начну с того, как я провела сегодняшний день. Он у меня начался так же, как и вчера. То есть первое, что я стала делать, это смотрела комментарии, вернее, даже не комментарии, а письма скорее, которые я получила в связи с моими видео. Вообще, что я заметила с этим каналом, он настолько затрагивает личные переживания каждого, что люди в основном не пишут комменты в общем, то есть в Ютубе. Они предпочитают писать мне или наговаривать даже сообщения, или присылать какие-то фотографии через различного рода мессенджеры. И в этом ничего удивительного нет, потому что далеко не каждому человеку захочется рассказывать свою историю вот так перед всем миром. Мне самой это дается нелегко. Я просто действительно считаю, что это нужно. Это какое-то, знаете, такое странное ощущение, когда ты обнажаешь свою душу перед другими людьми. Но для меня важно, вот реально важно, я знаю, как это тяжело, и мне очень хочется помочь другим людям. Всегда так было, я не знаю почему. Потому что на самом деле я встречаю много людей, и мне большинство людей очень сильно жалко. Всегда мы какие-то все одинокие на самом деле в этой жизни. И дети наши, и мы. В общем-то, человек как-то живет в таком социуме, ему кажется, что он не один, но очень часто возникают такие ситуации в жизни, когда, несмотря на то, что у тебя есть семья любящая, и вроде окружение, и друзья, а ты оказываешься один с какими-то своими переживаниями, либо боишься их сказать, либо боишься поранить ближних. То есть и многие люди, по ним это видно очень, и по многим детям это видно. И поэтому мне жалко, и, наверное, себя мне в меньшей степени жалко, потому что как-то, себя жалеть сложнее на самом деле. И сегодня я прослушала очень трогательное сообщение от одной из моих старых, я бы сказала, уже друзей. То есть это мама одной семьи, там 3 детей ходила к нам в церковную школу. Уже с 2013 года они уехали в другую страну. И с одной стороны, мы вроде потеряли связь, а с другой стороны, знаете, как интересно, что вообще все мои ученики, их родители, они остаются у меня в сердце. Вот как будто мои дети. И они уже, 20 лет ведения церковной школы, кто-то уже вообще уехал, женился, у них родились дети, кто-то учится еще,
тоже в других странах. Кто-то здесь у нас в Венгрии, но мы с ними редко встречаемся. Но вот ощущение, что они в сердце, это совершенно потрясающе, потому что это действительно они все мои дети насколько-то. Ам, Это удивительно, то есть ты можешь не встречаться с человеком, ты можешь с ним не разговаривать, но когда ты его видишь, ты вдруг, ну, опять попадаешь в ту ситуацию, что ты с ним очень близок. У нас недавно была такая история, года 2, наверное, назад, может быть, 3 уже в церковную школу. Пришел мальчик, который уехал, его семья вся уехала в Германию достаточно давно, и он со старшим братом ходил у нас в церковную школу. И когда он приехал в Будапешт, он пришел к нам на занятия. И вы себе не представляете, какая это была радость. Мы его давным-давно не видели, мы его практически не узнали, ну, потому что он был, там ему было лет 8, когда он уезжал, 9. А тут приехал взрослый парень, там, 15-16 лет, и он нас помнит, и мы его помним. Мы тут же стали обмениваться воспоминаниями, кто, куда, где, что. Это какое-то совершенно потрясающее ощущение общности. Вот здесь мама тоже мне написала, рассказала мне о своих впечатлениях от того, что я говорю. Я еще раз убедилась, еще были письма от других слушателей, и я еще раз удивилась тому, что насколько неожиданным является даже влияние того, что я делаю. Часто я говорю про что-то, а люди слышат еще и другое что-то, какие-то другие слои, какие-то другие, может быть, у них есть какие-то, как говорят сейчас, боли, какие-то вопросы. И совершенно не желая, то есть не специально я на эти вопросы отвечаю или даю какое-то объяснение мое, и оно им подходит. И это, вы знаете, это правда очень вдохновляет. И сегодня у меня в плане горя и в плане утраты, то есть в плане моих страданий по Ване, у меня был относительно легкий день, хотя он имел все возможности стать сложным, потому что у нас сегодня был корпоратив. Мы с нашей компанией, ну, как я говорила, мы предприниматели с мужем, у нас есть общая компания, и галерея тоже относится к этой компании. И раз в полгода мы, ну, не галерейная часть, а вот вторая часть компании, мы проводим обязательно совместные ужины. Ну, это укрепляет корпоративный дух, и мы приглашаем туда не только действующих сотрудников, но и тех, кто, например, уже ушел, кто-то на пенсию ушел, кто-то ушел на другое место работы, но мы сохранили замечательные отношения. И приходят очень многие, кого я знаю, ну, уже 25 лет, потому что компания сама была основана в 1990 году. Представляете себе, сколько ей лет уже. И вот сегодня у нас была женщина, которая первая сотрудница нашей компании. Она пришла где-то, наверное, в 93-м году к нам и проработала у нас до пенсии. То есть это все люди, которых мы знаем очень по много лет. И, безусловно, они почти все были на похоронах. Кто знал, кто был вообще в Будапеште, все знали об этой ситуации. И многие из них не видели меня, не видели моего мужа с похорон. И, конечно, неизбежно разговор во время вот этого обеда зашел о Ване, о том, что с ним произошло, о том, как мы это переживаем. И в принципе, этот разговор, вот у нас присутствовал на этом разговоре и Саша, мой старший сын, наш старший сын. Ему, например, этот разговор дался тяжело. Хотя он не говорил, он просто слушал, но, как я рассказывала вчера, ему было очень... Такой был у него срыв, когда он вез картины из Вены в том же микробусе, где вез Ваню. И ну вот эта боль потери, она на него навалилась, и сегодня он еще до конца от нее не отошел. И опять вот это вот разговоры о том, что произошло, разговоры о том, почему мы не смогли ничего сделать, почему не нашелся врач в Венгрии, где там были с нашей точки зрения допущены ошибки. То есть это все разговоры, которые, в общем, расстраивают. Но насколько я увидела, ни муж мой, ни я не восприняли эту тему тяжело. Я не уверена точно про мужа. Мне кажется, что муж мой, он
очень много сейчас слушает научных роликов, роликов научно-познавательных каких-то фильмов смотрит по поводу физики квантовой, по поводу информационных полей, по поводу относительности времени и пространства, относительности того, что наша жизнь вообще иллюзия или нет, жизни после смерти, о которой, в общем-то, на самом деле практически, вот если брать многих наших ученых, взять Бехтереву, например, это исследовательница человеческого мозга, они говорят об этом просто как совершенно очевидной реальности. То есть там не то, что мы думаем, что, может быть, будет жизнь после смерти, а они абсолютно уверены в том, что человек бессмертен, человек просто переходит в другую форму существования, мы не пропадаем, мы встретимся. То есть я так понимаю, что вот для мужа это очень, вот эта форма для него очень спасительна. И единственное, о чем вот мне сегодня он сделал замечание, когда я сказала, Ваня умер, он сказал, не говори, что Ваня умер, скажи, что Ваня ушел. Я слежу за этим, я, кстати, для себя тоже стараюсь так не говорить. А мне помогает, как я вчера уже сказала, это мой вот этот канал. Как я сказала, я вот только уверилась в том, что вот я этот канал делаю ради вас и ради Вани. То есть вот для того, чтобы передать свой опыт общения с ним, прощания с ним и того, как я с ним существую сейчас. И я абсолютно уверена, что этот канал увеличивает, делает нашу связь еще более плотной. То есть я буквально постоянно его ощущаю рядом с собой. Я его ощущаю живым, я ощущаю его светлым, улыбающимся. Вот поэтому я и выставляю кадр вот так, что вот его фотография там за мной. И я каждый вечер, когда молюсь, я с ним после этого разговариваю, рассказываю, что там как было, прошу его помощи, прошу его меня поддержать. И, безусловно, периодически возникают мысли, ну, типа, ну, его же все равно рядом нет, вот ты себе это все, может, придумываешь. Но я душу эти мысли в зародыше, извиняюсь, конечно, за такое резкое выражение, потому что когда... То есть мы должны властвовать над своими мыслями. Когда они приходят, и мы чувствуем, что может прийти хорошая мысль, может прийти плохая мысль. Если мы начнем плохую мысль думать и себя расстраивать, то мы расстраиваемся. И на самом деле эта мысль станет еще сильнее, и мы начнем плакать, скорбеть, и на следующий день это продолжится. То есть я в этом, честно сказать, не вижу никакого смысла. Мало того, что я абсолютно уверена, что Ваня меня видит, слышит и любит, и видеть мои страдания ему тяжело. То есть хотя бы ради него я стараюсь сократить свои слезы к минимуму. И действительно, что когда вот, кстати, даже вчера, когда я писала, после видео уже исправляла субтитры, пару раз мне очень сильно захотелось заплакать, вспомнить Ваню там. Я сказала, нет, слушай, сейчас тебе некогда, все равно начнешь плакать, ты вообще спать не ляжешь. А завтра там день сложный, много куда надо успеть. Так что давай, дорогая, подумаешь об этом завтра, вот как Скарлетт. И это работает. Это работает. Естественно, есть такой риск, что в какой-то момент вот эти невыплаканные слезы, которые я каждый день немножко накапливаю, они как-то выйдут. Но в любом случае, такое уже было просто. Вот был определенный момент после 40-го дня, когда я вдруг почувствовала абсолютную эйфорию. Потому что по православному учению, вообще по христианскому учению, через 40 дней душу определяют вместо ее постоянного пребывания, где она и пребывает до второго пришествия Христа, до конца света. И до страшного суда. И вот я ощутила, что Ваня оказался в очень хорошем месте. Я как-то расслабилась, у меня вообще прошло горе. Я дней, наверное, 5, 7, 8, я не помню, я просто летала. Я понимала, что у меня ушел сын, но я чувствовала, что он там счастлив, ему хорошо, я тоже была абсолютно счастлива. А потом пришел некий откат. То есть потом вдруг на меня накатило, я там какое-то время плакала, но все равно я запомнила вот это ощущение. И я считаю, что все равно лучше поплакать один раз или там 2 дня поплакать, чем рыдать непрерывно, скажем, в течение 2 недель. Ну вот это мое, конечно, мнение. И вот здесь мы с вами
Да, и вот сегодня на нашей вот этой вечеринке, на нашем ужине а, выяснилось, что мои сотрудники тоже слушают видео, причем там было даже такое смешное, женщина, наша сотрудница говорит, вот я, говорит, посмотрела 2 видео, сижу и плачу, потом выключаю, думаю, ну вот нафиг я это делаю, вот просто каждый, нужно мне это вот так страдать каждый раз, не буду больше смотреть. А потом, говорит, смотрю, опять видео вышло новое, думаю, надо посмотреть. То есть я говорю, ребята, вот вы чего? Ну, зачем мучиться-то? Ну, действительно, для людей, которые испытали потерю. А потом вот выясняется, у каждого же были потери. Мама умерла, папа умер, брат умер. И каждый что-то находит для себя важное. Вот тоже интересный момент. И потом я пошла, ушла оттуда пораньше, пришла на сеанс такого онлайн-рисования. Это есть такая очень талантливая художница в Санкт-Петербурге Мария Хайет. И она устраивает такие посиделки, называется «Рисую, как хочу». Она не выступает на них преподавателем, а просто она задает тему. Например, сегодня была тема «Дома». И она дает очень интересные фотографии, и замечает время. То есть мы рисуем, например, по данной фотографии, рисуем 10 минут. И вот 3 часа ведутся занятия. Первый час мы по 10-15 минут рисуем, потом более серьезные, там, ну, более сложные композиции мы рисуем подольше, по 15-20 минут, а третий час нам дают десяток разных фотографий, и мы можем рисовать одну, можем 5, можем 10, сколько успеем, у нас на все час. А потом мы это все рассматриваем и обсуждаем. Не в плане критики, а в плане тех ассоциаций, которые рождаются. И совершенно потрясающе, что вот у нас группа небольшая, там 3-4 человека всегда, иногда 2 даже, иногда 5. Несмотря на то, что все рисуют с одних и тех же референсов, у каждого совершенно своя трактовка и вызываются совершенно разные ассоциации этими работами. Вот, например, я заметила, что у меня, ну, видимо, в связи с горем, с трауром, у меня такой достаточно острый, такой социальный какой-то аспект появился в работе, аспект какой-то социальной критики, каких-то таких сильных переживаний. То есть так очень интересно. Но это не всегда бывает. Иногда бывает, наоборот, что-то такое очень мирное или, наоборот, смешное. Там были птицы, например, так у меня получились такие смешные зарисовки. Когда-нибудь, может, я и в Facebook профиле покажу. Но это просто, вы сами понимаете, это не картины, это именно зарисовки, 10-минутные зарисовки. Они чисто эстетически для человека, который хочет увидеть картину, они, конечно, многого не значат. Но они интересны именно вот этой своей быстротой и легкостью. Что ты успел передать, что для тебя оказалось главным в этом изображении. И вот на этом мой день, в принципе, закончился. Ну, потом мы сходили с мужем, погуляли с Джеком. Это было все достаточно мирно, спокойно, без таких эмоциональных всплесков. И сейчас я записываю видео, и я обещала уже, по-моему, позавчера рассказать о чувстве вины. Потому что считаю, что это чувство безумно важно, и практически пройти мимо него, как мне кажется, никому из переживающих потерю невозможно. Да и не только из переживающих потерю. В жизни, мне кажется, очень многие люди испытывают чувство вины по отношению к своим родителям, бабушкам с дедушкой, там, братьям и сестрам по совершенно разным поводам. Иногда это немножко как-то подсознательно культивируется кем-то в тебе, это чувство вины, и ты начинаешь от него страдать. Иногда в тебе самом преломляются события твоей жизни, и ты тоже начинаешь страдать, хотя не имеешь никаких оснований. И твои близкие вообще понятия не имеют, что ты испытываешь перед ними вину, а ты страдаешь. Вот я после первых родов, у меня была клиническая депрессия, ну, связанная там с определенными семейными обстоятельствами, и я медикаментозно лечилась и ходила на психотерапию, и как раз с чувством вины связанным у меня было, например, с тем, что у меня родители переехали, из-за меня переехали в Венгрию, им было тяжело, и я очень мучилась от чувства вины, и я помню, что мне очень сильно помогла психотерапия, ну, просто врач мне задал вопрос, а что, вы очень плохо относитесь к своим родителям, вы их не кормите, вы их грубите, вы их там изолируете от себя? Я говорю, нет, ничего подобного, тогда почему вы
чувствуете вину? Я говорю, ну, потому что вот они из-за меня приехали и здесь страдают. Он говорит, слушайте, ну, они взрослые люди, это было их решение. Если они приняли такое решение, даже если вы их об этом просили, но они приняли такое решение, в общем, ответственность за него и последствия лежат на них. Для меня эта мысль была совершенно новой, и, конечно, я ее не сразу приняла, но за там десяток, 20 или там 10-20 сеансов я поняла, что то, что я делала, это было совершенно неправильно. То есть есть вещи, за которые можно чувствовать вину, а есть вещи, которые от тебя никак не зависят, и не надо ими заниматься. Но вот это что касается живых людей. А когда человек умирает, уходит в другую жизнь, и ты не можешь ему больше ничего сказать. Вылезают все самые разные вещи, которые ты сказал ему, когда он был еще с тобой, слишком грубо, слишком резко, может быть, его обидел. И меня на самом деле от того, чтобы я скатилась в пучину депрессии из-за чувства вины, спасла только наша привычка после каждой ссоры просить друг у друга прощения. И обязательно говорить друг другу на ночь, что я тебя люблю, ты мое солнышко, я на тебя совершенно ни за что никогда не сержусь, ты у меня самый лучший, или там он мне говорил, ты у меня самая любимая мамочка. То есть вот именно это, то, что мы не ссорились перед его уходом, непосредственно перед его уходом, и мы расстались в мире, меня очень сильно поддерживал. Но дело все в том, что, конечно, у нас с Ваней были ссоры. Конкретно говоря, и немало. Ну, конкретно говоря, тут была причина в чем? Ну, о том, насколько серьезна у Вани болезнь, то есть, что вот она приведет к такому исходу, мы не знали. Ну, то, что нам врачи говорили, начиная с первого дня, как практически никогда не сбывалось. То есть нам говорили, что у него полно метастазов. Метастазов не было. Ни сначала, ни позже, ни потом. Ему говорили, что у него там, я не знаю, 4-я стадия, и вот все будет плохо, и опухоль прорастет в кишечник, и придется ставить стому. Этого не произошло. Ему говорили, что у тебя катетер будет стоять в течение всей жизни, его вынули, он прекрасно обходился без него. То есть настолько много было плохих таких, ну, вот как вам сказать, плохих установок со стороны врачей, что в какой-то момент мы все просто перестали на это обращать внимание. То есть я стала ходить на консилиумы с врачами одна и лечила его всеми доступными способами. И что интересно, что все, включая врачей, физиотерапевтов, специалистов там именно по заболеваниям костей, все говорили, что очень важно правильно питаться. То есть ему нужно было есть как можно больше белка для того, чтобы заживала вот эта рана. Ему нужно было больше двигаться, ему нужно было больше быть на улице, чтобы получать витамин D. То есть он получал витамин D в таблетках, и я вообще составила ему там совершенно полный комплекс витаминов, используя самые современные наработки в этой области. Составила ему там вот таким образом график приема всех этих витаминов, лучших в мире, то есть по биодоступности, по всему, они там как крыло самолета стоили. И у него было там 5 или 6 раз в день, он принимал эти вот витамины и биодобавки таким образом, чтобы они друг друга не убивали. Ему нужно было это принимать, ему нужно было есть очень много белка, причем именно прям вот 2 грамма белка на вес тела, это очень много, на каждый килограмм веса тела. Ему нужно было гулять, ходить и так далее. А он из-за того, что он на самом деле был просто уставший от болезни, то есть у него была операция одна, операция другая, у него все время была вот эта открытая рана, сил мало, и чисто физиологически это объяснялось тем, что надпочечник, да, у него постоянно был очень высокий уровень воспаления. При норме 0,5 ЦРП, это белок, ЦРБ, это реактивный белок, у него был иногда 190, иногда 250, иногда 300. То есть это безумный совершенно высокий уровень, и организм от этого очень устает. Надпочечники очень сильно устают. И из-за этого у человека как будто бы пропадает воля.
Вот ему не хочется ничего, ему не хочется читать нового, ничего не хочется, ну, там, смотреть какие-то видосики, да, но вставать, когда это тяжело, когда ты уставший, когда у тебя там хочется спать, ему не хотелось. Он молодой парень, и, конечно, вот такой самодисциплины у него было мало. Я понимала прекрасно, и, собственно, как нам и все время все говорили, что двигаться-то при этом надо, потому что пока ты не начинаешь двигаться, у тебя и надпочечники не будут ничего производить. То есть тебе нужно себя преодолевать и двигаться. И я с ним постоянно по этому поводу ссорилась. Вот даю я ему... Он не ел фрукты и овощи, он терпеть не мог рыбу. То не хочу, это не хочу. Надо есть белка-то больше, то есть, соответственно, я там стала давать протеиновые напитки, я делала ему смузи, специально там проработала целую систему, когда там, я не знаю, из 20 компонентов туда включались и там и шпинат, и гранат, и облепиха, и то есть много чего, там разные составы были для того, чтобы увеличивать железо, потому что у него уже были бактерии, они съедали гемоглобин, они съедали железо, и железо не усваивалось, то есть ему даже давать таблетки было без толку, потому что не усваивалось это железо. Ну, через пищу хоть как-то оно усваивалось. И вот ему нужно было пить это смузи. От этого смузи его стало буквально тошнить. Там, я пыталась давать ему морскую капусту. Он тоже, значит, плевался. И, конечно, да, ходить он тоже там периодически говорил: ой, я не хочу, не могу. И, в общем, как-то все время вместо того, чтобы пойти там 3-4 раза в день понемножку, он скорее один раз вставал, ходил, а потом ложился и больше не ходил. И я на него страшно ругалась. Вот, то есть иногда, когда муж приезжал, он говорит: Господи, какой ужас, вы там ругаетесь друг на друга, бог знает как. Ну, я все время говорила ему: ну, слушай, ну невозможно, ты же понимаешь, что ты просто не поправишься, ты должен ходить, ты должен делать. Я все время его из-под палки это заставляла делать. И, конечно, периодически не стесняясь в выражениях. В какой-то момент, это уже было к самому концу, для меня это болезненно вообще очень вспоминать, потому что вы сейчас поймете, почему. Я поняла, что он до тех пор, пока я не стою у него с железной хваткой на загривке, он не делает ничего. Я понимаю, что это не путь, то есть он не сможет поправиться таким образом. И я ему сказала: слушай, Ваня, вот ты меня, конечно, сейчас извини, давай с тобой серьезно поговорим, как два взрослых человека. Ты достаточно серьезно болеешь. Но ты взрослый человек, эта болезнь про тебя. Она не про меня, она не мне дана, она дана тебе, и тебе нужно с ней справляться. Я тебе помогаю, в чем могу. И всегда буду помогать, в чем могу. Но ты должен решить, хочешь ты жить или не хочешь. Скажи мне, пожалуйста, говорю ему я, что нужно тебе для того, чтобы поправиться. И он мне сам перечисляет: я должен есть много белка, я должен ходить по лестнице, я должен выходить на улицу. И что-то еще там было, 5 компонентов этого дела. Я говорю: хорошо, а ты жить хочешь? Ну, хочу, поправиться хочу, конечно. Я говорю: ты знаешь, ну вот если так посмотреть вот ближайшие 2 недели, получается, что ты этого не хочешь, а хочу этого только я. И вот знаешь, Вань, я уже устала. Я практически год сижу с тобой, я оставила всю свою жизнь. У меня там дома твой старший брат, папа, бабушка с дедушкой, Джек, моя работа. То есть я все оставила, я за тобой ухаживаю, я буду рада ухаживать за тобой всегда, но я должна понимать, что ты хочешь поправиться, что ты делаешь, что ты мне помогаешь, а не мешаешь. И давай так. Ты взрослый человек, я взрослый человек. Если ты мне сейчас говоришь, что ты не хочешь жить, что ты устал от этого дела, и ты просто ляжешь и будешь смотреть в потолок, то давай договоримся так. Вот на этом пути я тебе не помощник. Я Баба-Яга против, то есть я против этого. Мы сдадим тебя в хоспис, в платный, и ты будешь спокойно, мы тебя будем навещать, но я поеду домой работать. Вы представляете себе, каково мне это было сказать моему ребенку. Но я просто уже не видела вообще шансов, как его заставить ходить и вообще все это делать. Я говорю: давай договоримся так. И говорю: если ты хочешь жить, вот тогда мы все с тобой вместе. Мы все, и я, и папа, и Саша, и бабушка с дедушкой. Все мы тебя очень ждем. Мы хотим с тобой вместе везде ездить. Мы с тобой хотим вместе работать. Мы с тобой хотим проводить как можно больше времени, смотреть фильмы, смеяться и наслаждаться жизнью. И тогда это совершенно другая история. И тогда давай вот договоримся следующим образом, что вот у нас есть вот эти 5 показателей. И каждый день мы оцениваем, что ты сделал, что ты не сделал. То есть ходил по лестнице, ел, выходил на улицу, там еще что-то.
Все время забываю э, пятый пункт. Вот. И просто каждый день будем это оценивать, плюс или минус. Естественно, если, например, дождь на улице, и ты физически не мог выйти на улицу, то мы просто не ставим ничего. Если ты болеешь температурой, то понятно, что не можешь ходить, и тогда мы тоже этот пункт пропускаем. Но тогда мы по истечении месяца поймем, вот ты действительно в плюсах находишься, ты действительно хочешь жить и поправляться, или ты не хочешь. Он говорит, а что будет, если я буду все делать, а мне все равно не станет лучше? Я говорю, Вань, никто вообще не говорил о том, что я не хочу о тебе заботиться. Я хочу о тебе заботиться по-любому. И нет такой силы, которая меня заставит прекратить это делать. Если ты будешь все делать, и тебе все равно не будет становиться лучше, я буду рядом с тобой всегда. Мне не в тягость тебе за тобой ухаживать абсолютно. Я просто хочу, чтобы ты был мне помощник. Мы с ним так и договорились. И вот где-то приблизительно неделю у него были сплошные плюсы, причем он сам вставал, он сам ходил, он сам делал, причем даже когда меня не было дома, чего я, в общем, не одобряла, потому что, мало ли, он мог упасть, и как встанешь, если такая рана. То есть я говорила, только делай при мне. Он даже, когда я уходила в магазин, он вставал, ходил, и был очень счастлив, что у него все получалось. То есть он оказался очень мотивированным. Ну, а потом уже произошло то, что произошло. И когда он ушел, я вдруг поняла, что вот буквально неделю назад я ему сказала, что я тебя сдам в хоспис. Вот это у меня как стало в голове бить. Плюс, вот знаете, когда буквально в последний день он уже, там, видно, начался у него уже септический шок, то есть он с трудом уже как бы двигался, то есть было какое-то странное, он все время сонный был, и такое ощущение, что как бы не очень... Я очень из-за этого переживала. Я вызвала врача, он посмотрел, позадавал ему вопрос, сказал, знаете, ну, это вечерняя была смена, это как бы не мой пациент, я не знаю, завтра спросите, но я никаких проблем у него не вижу. И вот он, когда вечером на ужин пил свои протеиновые напитки, он пролил на себя, он же там клейкий весь, залил себя, и я его отругала. Ну, как бы отругала? Я говорю, Вань, ну, нужно быть осторожным. Ты же понимаешь, тебе сейчас придется спать в этом липком, либо и тебе очень сейчас сложно, потому что ты с трудом двигаешься. Мне очень сложно на тебе это все вытереть, под тобой простынь поменять. Это все. И получается, что я как бы его отругала, а это было связано уже не с тем, что он был неаккуратный, а просто у него уже кровообращение не работало, у него уже ни руки не работали, ничего. И это прям меня, вы знаете, это меня так настолько выбило на следующий день. Думаю, боже мой. Как я могла такое сказать? А сказала я не потому, что я на него разозлилась, потому что я безумно боялась. То есть меня вот внутри колотило, но я не могла ему об этом признаться, я не могла ему показать, что я за него боюсь. И таким образом это вылезло вот в такую ругань на него. И я, конечно, попросила у него прощения, его поцеловала, сказала, ты моя ласточка, ты меня прости, я неправильно отреагировала. Он сказал, да ну что ты, мама, я забыл, уже даже об этом вообще ерунда, я тебя так люблю. Я говорю, я понимаю, что ты меня любишь, и я тебя тоже. Но я очень сильно, очень жалею, что я тебе такое сказала, я не думала так, я просто за тебя очень переживаю. И вот Ваня уходит. И это остается со мной. И это будет со мной в течение всей моей жизни. Единственное, что меня еще утешает, знаете, то, что когда он 6 часов лежал в интенсивной терапии, ну, практически умирал, я все время была рядом с ним. А Саша у меня, он один раз записывал интервью с женщиной, которая, будучи беременной, подхватила ковид, ну, вот самые вот эти вот тяжелые времена ковидные, подхватила ковид. У нее было 98% поражение легких, она была на ИВЛ 2 с лишним месяца. И она пришла в себя, выздоровела и родила здорового ребенка. Но ее держали в медикаментозной коме. И вот в этой медикаментозной коме она замечательно помнит все, что происходило вокруг. И не только вокруг, она была дома и рассказывала потом своему мужу с ребенком. У нее второй еще был ребенок старший. Что они делали, в чем они были. Она видела, что говорили врачи. То есть вот в состоянии комы человек, оказывается, я не знаю, во всех ли случаях он это слышит, или только в определенных, но знать нельзя. И вот в течение 6 часов я, не замолкая, то есть замолкала только когда в туалет надо было выходить, не замолкая разговаривала с Ваней. И не замолкая молилась
вот молилась, разговаривала. Я ему сказала все, что я прошу у него прощения, что я его очень люблю, что он самое любимое солнышко в моей жизни. Мне очень хочется, чтобы он вернулся. Ванечка, возвращайся, мы тебя все очень ждем. И вот я только очень надеялась, все время его гладила по голове и все время говорила. Я очень сильно надеюсь, что он меня слышал. Потому что мне вообще-то врачи, я потом прочитала, они написали в заключении, что он был в коме последние часы. Мне они так не сказали. Они сказали, что он просто спит, потому что они ему дают немного морфина, говорит, причем минимальную дозу. Ну, в принципе, говорит, его можно и разбудить. Я ему сказала, знаете, я врачу сказала, знаете, не будем его будить, потому что, ну, при том, что у него шок септический, низкое давление, плохо бьется сердце, у него стали там сидеть ноги и руки. Я говорю, он наверняка будет страдать, я не хочу, чтобы он страдал. Но я при этом все время вот с ним разговаривала. И когда я, как я вам рассказывала, когда я у Бога прям просила, Господи, верни мне его, верни мне его, верни мне его любой ценой, у него вдруг стали розоветь губы, у него повысилось давление, он стал лучше дышать, и даже врачи удивлялись. И вот только потом мне пришло в голову вот это вот, зачем ты, я об этом уже рассказывала, ты знаешь, о чем ты просишь? Вот ты-то хочешь, чтобы он сейчас вернулся. Но у него те же эти бактерии, у него же это дырка в спине, у него с сердцем какие-то проблемы. И если он сейчас оживет, вот у него там ноги посинели, а вдруг гангрена, и ты хочешь, чтобы вот он с этим жил, я тут, когда стала говорить, Господи, на все будет святая воля Твоя, пожалуйста, сделай так, чтобы он не страдал. И тогда он потихоньку стал уходить. У него стало снижаться давление, снижаться пульс. И они ждали только, чтобы приехал мой муж, но они не успели. То есть у Вани остановилось сердце раньше. Вот. И, конечно, сначала приходит ощущение шока, такого, знаете, ощущение анестезии. То есть я, конечно, плакала, но не было вот этого надрыва, который потом возник. Сначала просто вот эта анестезия, такое ощущение, ну, просто вот, к тому же, знаете, он действительно лежал, они там очень все культурно делают, они дают тебе находиться, во-первых, в реанимации до последней минуты, они не выгоняют тебя в самые последние секунды, наоборот, тебя там держат за руку, потом они дают тебе проститься с человеком, отвозят его в специальную комнату, там переодевают, крестик они там выложили его вот так вот. И мы 6 часов там провели, потому что муж приехал, потом Саша приехал, он ехал на машине, поэтому мы его долго ждали. То есть Ваня умер где-то, ушел за несколько минут до полуночи, а Саша приехал в районе 6. Мы только в районе 7 утра оттуда ушли. То есть 7 часов мы пробыли с Ваней. И на протяжении всего этого времени он выглядел абсолютно как живой человек, который просто заснул. И мне все время казалось, что он сейчас откроет глаза и скажет: ку-ку, вы что, поверили? Он был теплый. От него не было никакого запаха. Это был мой родной мальчик. И потом, конечно, возникли угрызения совести по поводу вот этой моей болезни. Но тут мне очень сильно повезло по поводу моих слов, по поводу наших с ним ссор. Но мне тут очень сильно повезло. В течение всего этого года я Ваню уговаривала позаниматься с психологом. Я говорила: Ваня, я найду тебе того, кого надо. Хочешь мужчину, хочешь женщину. Вот, ну, с кем тебе комфортнее заниматься. Опытного, хорошего. Ну, тебе нужно это проработать. Он отказывался. И уже к самому концу он согласился. Я позвонила своему психологу, совершенно замечательной психолог Екатерина Бурмистрова, которая Ваню знала и которая меня знает. И она сказала: знаете, случай сложный. Я вам дам своего профессора в университете, которая мне преподавала. Это человек, который, во-первых, говорит, она меня постарше, и она вела такие тяжелые случаи. Давайте попробуйте с ней. И я с ней списалась, и она согласилась. Хотя сама в этот момент отдыхала, то есть она была в отпуске. Но я ей рассказала ситуацию, сказала, что вот так и так, там уже какие-то осложнения с сердцем возникли, неизвестно вообще, что и как будет. И она согласилась. Но, естественно, прежде чем Ваня должен был с ней заниматься, я должна была ей все рассказать о нашей истории. И она где-то около часа-полутора со мной разговаривала. То есть это не была терапия, я просто рассказывала историю Вани, чтобы потом
вот через день, буквально за 2 дня до своего ухода, Ваня занимался с психологом. Вот у меня остались вот в телефоне его звонки, как я писала ее телефон ему, чтобы они связались там по зуму. И он был очень счастлив, он говорит, она ему так понравилась, это было так здорово, мама, спасибо тебе огромное, сказал он. И, конечно, когда Ваня ушел, первое, что я сделала, ну, почти первое, я позвонила, написала психологу, что так и так, не могли бы вы со мной позаниматься. И она буквально, вот настолько отзывчивый человек, она ночью со мной занималась, вы представляете, то есть в 11 часов ночи у нас с ней был сеанс, и я ей рассказала обо всем, что произошло, и вот сказала вопрос, вот, знаете, ну, получается, что он уже умирал, а я заставляла его ходить, и я на него ругалась. Она мне говорит, вы знаете, я вам сейчас не потому говорю, что вас утешить. Просто то, что увидела я, это то, что благодаря тому, что вы на нем его постоянно заставляли что-то делать, вы с ним обращались как не как с неизлечимым больным человеком, а как с человеком, у которого временная болезнь, которую надо преодолеть. И вы его заставляли чего-то делать. И поэтому до самого конца он ощущал себя абсолютно живым человеком. Вот я, говорит, с ним разговаривала за 2 дня до его ухода, и он у меня произвел впечатление просто человек, который вот-вот поправится. Он говорил, что мне хочется ходить, мне надо, я хочу университет, сегодня я сам встал, и мама даже не видела, как я там ходил по палате, там выходил, сам чистил зубы, там без всякой помощи. Я вот специально это сделал, чтобы чувствовать свою самостоятельность. Она говорит, вы понимаете, что если бы вы этого сегодня не доставляли, а с ним общались как с тухлым яйцом, и ничего ему не разрешали делать, он бы себя чувствовал больным намного сильнее. А так он был до самого конца жизнерадостным, уверенным, спокойным человеком. И вы должны себя за это благодарить. Ну, вот знаете, это меня реально убедило. К тому же я еще, вот батюшка Михаил у нас там был, и я, конечно, пошла в храм сразу, мы всей семьей пошли, причастились. И я с матушкой его разговаривала, а матушка очень мудрая женщина, матушка Ирина, замечательная просто. И она недавно потеряла маму свою. Вот, и я ей говорю, вы знаете, меня прям так мучает, что я Ваньку ругала, вот буквально незадолго до его ухода. Она говорит, ой, вот у меня мама уходила, вы бы знали, как я ее гоняла. Ей же нужно было тоже ходить, там быть осторожной. Она того не делала, того делала. Я прям ее все время гоняла. Это совершенно нормально. Но вы же с ним общались как с живым человеком, а не то, что это вы сейчас знаете, что он ушел. Но тогда-то он для вас же был живой. И, знаете, меня как-то отпустило. То есть вот я поняла, что это, вы знаете, это показалось мне не утешением, а разумным доводом. Я обдумала эту ситуацию, действительно, то есть если бы я знала, что он умирает, я, конечно, бы не стала с ним ругаться. Ежу, понятно. Но я, как мать, хотела, чтобы он поправился. Я хотела, чтобы у него возникло ощущение успеха. Потому что он, когда сам, например, проходил 3 пролета лестницы, он сам был страшно собой горд. И, в общем, я таким образом держала в нем его в тонусе. То есть вот эта часть угрызения совести у меня закрылась. Потом у меня пришла другое угрызение совести, которое я, кстати, тут же сообщила психологу, но она предвидела это дело. То есть, когда я причастилась после смерти, после ухода Вани, готовилась к отпеванию, у меня все время было ощущение, что он здоров. То есть, что он живой, что он живой и здоровый, просто в другом мире. И я как-то не очень по нему горевала. То есть я по нему горевала, но не так, как мне представлялось, должна была быть. То есть у меня не было абсолютной черноты. И первые 3 дня я вообще просыпалась в ощущении света и тепла. И в ощущении облегчения от того, что он теперь больше не страдает, что мне не нужно перевязывать его рану. Не в смысле того, что мне это было лень, а в смысле, что ему это было неприятно. И что вот ему уже хорошо, и что мне уже не надо бояться. У меня вот этот тугой узел в желудке, он развязался. И мне стало жутко за это стыдно. У меня возникло чувство вины, что я не горюю по своему сыну так, как должна была горевать. И я об этом сказала психологу. Она говорит, вы знаете, я здесь с вами ничего сделать не смогу, это практически у всех людей это возникает. Просто знайте и каждый раз себе говорите о том, что то, что вы чувствуете, это называется невротическое чувство вины. То есть человек, который испытал потерю, будет винить себя по-любому. Если он сильно горюет, то за это. Если он не горюет, то за это. Если он ссорился, то за это. Если он что-то сказал, то за это. А если не сказал, то за это. Она говорит, вы понимаете, без этого практически не проходит ни у кого.
Вы просто должны понимать, что это не норма, что это невротическое чувство вины. И каждый раз, когда вы начинаете это испытывать, говорите это себе. А потом вот я ей говорю, ну знаете, вот я просто не горюю по нему. Это же не может, значит, наверное, что получается, я его забываю. Он мне говорит, Катя, ну скажите, ну неужели вы его забыли? Я говорю, да, конечно, нет. Ну вы же его любите, да. Он говорит, ну вот в этом дело. Ваша любовь не обязательно должна выражаться в том, что вы должны с утра до ночи биться головой об стенку и рыдать и выть. Вы понимаете, у вас есть другие задачи по жизни. И Ваня, он бы сам не был рад тому, что вы так убиваетесь. Вы должны думать тоже и об этом. Вы должны дать себе возможность отдыха. Вы пробыли практически во фронтовых условиях в течение времени. У вас посттравматический синдром. Его нужно лечить. Вам нужно давать своему телу отдых. Вам нужно давать своей душе отдых. То есть, пожалуйста, просто имейте это в виду. Вы знаете, это мне тоже помогло. Вот каждый раз, когда ко мне приходит вот такое чувство вины, я себе говорю, это посттравматический синдром. И сейчас у моего мужа тоже чувство вины, потому что он вспоминает все, что он неправильно сделал по отношению к Ване когда-то, там, ничего-то ему не сказал, проводил с ним слишком мало времени, там, был слишком много на работе, и вообще меньше участвовал в воспитании своих сыновей, чем ему хотелось бы. И его это прямо гложет. И я все время ему говорю, слушай, ну мы же не боги, мы родители, мы обычные родители, мы просто люди. Каждый из нас ошибается. И каждый из нас хочет стать лучшим родителем для своего ребенка, но мы каждый раз поступаем так, как в данный момент нам кажется правильным. В тот момент я приводила в пример, в тот момент я ругалась на Ваньку, потому что мне хотелось, чтобы он сам начал ходить, чтобы он проникся, что в его руках его исцеление. Если бы это было поведение, которое в тот момент мне казалось наиболее целесообразным. Но мы не можем оценивать наши прошлые поступки сегодняшними глазами. Сейчас, когда он от нас ушел, сейчас, когда мы узнали, что у него была такая болезнь, об этом не знали даже врачи, ты чего сейчас от себя требуешь? Прозорливости, как Бог знает, я не знаю, какого святого. И я, кстати, Ване все время говорила, когда он мне там задавал вопрос, а почему вот вы с папой так сделали, вот что-то, или там бабушка с дедушкой так сделали. Я говорю, Вань, ты понимаешь, что нет родителей, которые не ошибаются. Вот я, например, мои родители там много ссорились и много делали вещей, которые мне как ребенку не нравились. И я все время таким видно-аналитическим складом ума отличалась. Я все время себе такие внутренние заметки делала, что я вот так в своей семье делать не буду. И я в своей семье этого не делала. Я, например, мы никогда с мужем не ссорились, мы вообще с ним мало ссоримся. Но если мы ссоримся, мы это делаем не при детях. Много чего я там не делала, никаких замечаний по поводу девочек моего старшего сына. То есть постаралась их хвалить. Когда там их стало двое, я их облизывала обоих одинаково, чтобы, не дай бог, никто не почувствовал ревности никакой. Ну что вы думаете? Например, когда в нашей семье мы не ссорились никогда с мужем, но даже когда мы что-то обсуждали активно, то есть, знаете, как вот с эмоциями, нам дети сразу же говорили, хватит ссориться. Мы говорим, да мы не ссоримся, мы вообще придерживаемся одной точки зрения, мы просто очень так импульсивно разговариваем. Но они считали это уже ссорой. То есть, и таким образом получается, что, наверное, это тоже мы делали неправильно. То есть мы не боги, мы не можем. И Ване я все время говорила, ты понимаешь, и ты тоже, когда станешь родителем, ты тоже будешь совершать какие-то ошибки, несмотря на то, что ты будешь всегда стараться действовать во благо своего ребенка. И всегда будет тебе за что себя упрекнуть, потому что ты не идеальный, и я не идеальная. Я прошу тебя прощения, если я тебя обидела тогда-то и тогда-то. И, кстати, часто очень, как я говорила, что мы просили прощения друг у друга. Но иногда, например, вот он плохо себя вел изначально. Я плохо реагировала в плане того, что я слишком резко реагировала. И тогда я ему говорила, слушай, вот по сути я считаю, что ты был виноват. Но по форме я была не права. Поэтому вот за эту форму, за то, как я резко тебе сказала, или там тебя позвала как-то, я прошу прощения. Но изначально я не прошу прощения за то, что ты мне сказал. Я считаю, что это неправильно. И вот так мы выработали какой-то момент, вот такой ритуал, как мы просим прощения друг у друга. И еще, конечно, очень, это я для тех людей говорю, кто будет смотреть этот выпуск, и у кого никто не ушел, кто просто там в превентивных ли целях или просто потому что интересно, слушать будет.
то, знаете, есть в Библии совершенно, я не помню где, совершенно замечательная цитата, тоже неточная, я вот не точно ее говорю: «Да не заходит солнце ваше в гневе вашем». То есть каждый вечер миритесь. Каждый, даже если это кажется совершенно ненужным. Но не идите. Вот у меня родители, когда я маленькая была, часто ссорились и по несколько дней друг с другом не разговаривали. Это хуже этого я просто не представляю себе ничего. И поэтому мы всегда в семье либо миримся сразу, если уж прям сильно поссорились, тогда обязательно миримся вечером. Причем даже когда, знаете, что интересно, что даже когда, вот я помню, мы с мамой ссорились, и была она однозначно не права, она потом сама признавалась, но она не приходила ко мне. А я понимала, что я не могу лечь спать, не попрося прощения, потому что а вдруг что-то случится со мной или с ней? И мне вот надо будет потом вот с ней, не дай бог, ну бывает же такой, что человек во сне умирает, даже молодой человек умирает. И я не хочу жить потом с этим грузом. Поэтому я приходила к маме, она такая на меня злится. Хотя вот были случаи, когда она 100% была не права. Я приходила к ней и говорила: мам, я хочу у тебя попросить прощения. Я считаю, что ты в нашей ссоре была не права, но если я вдруг тебя чем-то спровоцировала, то я прошу прощения. Но если она мне спрашивает: ну, если если ты считаешь, что я была не права, зачем же тогда ты просишь у меня прощения? Я ей прямо говорила: я говорю: слушай, я не хочу ложиться спать. Вдруг со мной или с тобой что-то случится завтра, сегодня ночью, и мы с тобой не проснемся, или кто-то из нас не проснется, или там война разразится, и нас убьет бомбой. Я говорю: вот я не хочу уходить на тот свет с тобой поссорившись. Поэтому вот я с себя этот груз снимаю, я у тебя прошу прощения, а примешь ты его или нет, это уже твой вопрос. И тут, знаете, что самое смешное, что мама, которая на меня жутко злилась, она в тот момент подумала, что, видимо, ей тоже не хочется совершенно умереть от бомбы в ссоре, и поэтому она буркнула мне тоже, значит: я тоже тогда у тебя прошу прощения. И на этом, ребята, вы знаете, вот это великая Божья сила. Вот на этом наш конфликт почему-то такой страшный. Мы друг друга мы чуть не съели. Такой страшный конфликт вдруг взял и рассосался. И ни у меня, ни у нее не осталось никакого абсолютно послевкусия от этой ссоры. И вот мне кажется, что если так делать, вот в своей семье, вот каждый день вы просите прощения, причем можно иногда даже просить прощения, вот у меня дети так делают, и я так делаю. Слушай, если я за сегодняшний день вдруг чем-то тебя обидела, то, пожалуйста, меня прости, я тебя очень-очень сильно люблю. И то же самое я говорю мужу, и муж мне говорит то же самое. То есть вот это искренне, потому что действительно, а кто знает, вот я делаю что-то, не так посмотрела на человека, я даже не заметила, а он обиделся. Вот Бог его знает. И тогда значительно с меньшей вероятностью у вас возникнет чувство вины, потому что вы будете все время помнить о том, что вы жили в мире со своими близкими. Это непростая история, потому что поначалу, когда человек вообще полон всяких эмоций, злится, то ему заставить себя просить кого-то прощения, это прям легче себе прям вот удавиться, правда. Но через некоторое время у тебя возникает практика. То есть ты через некоторое время, себя преодолевая, наступая с собственной песни на горло, ну, ты идешь и просишь прощения. И потом как-то это все, слушайте, рассасывается, таких ссор становится меньше потихонечку. Вот, и это прям очень, это такое спасение. Еще такой один момент, это для верующих людей работает. Когда начинается ссора, нужно молиться. Вот с этим я скажу сразу, у меня полная засада, потому что я, когда начинаю с кем-то ссориться, я об этом просто забываю. Потому что в этой ситуации надо молиться, там: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот в процессе ссоры. Вот он там на тебя ругается, или она, или кто-то, или ты ругаешься, а ты в процессе этого в голове это повторяешь. Вот я заметила, что когда я об этом вспоминаю, что, к сожалению, случается очень редко, но когда я об этом вспоминаю, начинаю молиться, ссоры не происходит. Ссора рассасывается, вообще не начавшись. Но, к сожалению, в 90% случаев я об этом забываю, не молюсь, и, соответственно, ссора возникает. Но, опять же, я говорю, это для верующих людей. Вполне может быть, что можно сказать: о, Вселенная, помоги мне не поссориться с моим мужем, близким, там, сыном, дочерью, мамой и так далее. И это тоже сработает, я не знаю. Я говорю только со своей точки зрения. И то, что я испытывала на себе не один раз. То есть это вот абсолютно не какая-то лекция я у кого-то прочитала и вам перерассказываю. То есть это все проверено на собственном опыте. Вот. Я сегодня наговорила больше, чем когда-либо, потому что мне кажется, что каждому из нас
очень важно уметь бороться со своим чувством вины. Неважно, по отношению к кому оно происходит. По отношению к родственникам, ушедшим или еще присутствующим. Нам нужно с этим работать. Если родственник ушел давно, а мы все еще чувствуем вину, то с этим уж точно надо работать. И, по крайней мере, нужно пытаться с этим родственником просто говорить. Вот как я Ване после молитвы, я каждому говорю: ты мое солнышко, мне так тебя не хватает. Пожалуйста, если ты меня слышишь, а я уверена, что ты меня слышишь, прости меня, пожалуйста. Я помню, что я тебе там говорила неправильные вещи. Я думаю, что ты на меня уже не сердишься, но мне все равно приятно попросить тебя прощения, у тебя прощения и сказать, что я тебя очень сильно люблю. Мне очень тебя не хватает. Ты мое любимое солнышко. Пожалуйста, прости меня, не держи на меня зла и моли Господа Бога о том, чтобы Он помог нам всем пережить вот твой уход. И это очень сильно помогает. То есть это тоже вариант. Если кто-то из ваших близких ушел, то попробуйте с ним разговаривать. Потому что был такой замечательный человек, митрополит Антоний Сурожский, он хирург военный, и вообще хирург был в Великобритании. Это еще волна белой эмиграции. Потом он принял священный сан, стал епископом. И когда к нему пришла один раз женщина и стала рассказывать, как она молится Богу, и что не получает она ответа, он говорит: а вы слушаете его ответ? Она говорит: ну как, я встаю, молюсь. Он говорит: хорошо, ну вы-то ему говорите. Ну вот представьте себе, что вы с собеседником говорите. Ну вы же не можете непрерывно говорить бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вы же должны дождаться ответа собеседника. Вот я вам советую, вот вы помолились, потом сядьте и послушайте то, что вам говорит Бог. И через некоторое время эта женщина пришла к нему и сказала: слушайте, я никогда не думала, что это так. Я действительно молилась, потом я садилась в кресло-качалку, начинала вязать и слышала ответ Бога. Вот слышала какой-то вот отклик. Вот. И здесь та же самая история. То есть вот не только просить прощения у близких, но и ждать, что они ответят. Не пытаясь там что-то себе изобрести, а просто вот слушать свое сердце. Поверьте мне, что вот душевная сердечная мышца, ну, я не имею в виду физическую мышцу, а вот эта душевная сердечная мышца, которую мы тренируем во время молитвы, во время таких духовных практик, она у всякого человека есть, но она не у всякого человека натренирована настолько, ну это как по радио, вы ищете частоту, вам нужно поискать, пока найдете чистое звучание. Здесь, когда вы радио пользуетесь каждый день, вы уже точно знаете, где вам нужная частота находится. А та же самая история в разговорах с вашими близкими, в молитве к Господу Богу, в такого рода духовных практик. Нужно эту мышцу натренировать, нужно настроить, сделать тонкие настройки, тюнинг такой вашего внутреннего духовного устройства. И вы тогда почувствуете облегчение. Знаю по себе. Знаю по себе, что каждое новое место, куда ты приезжаешь, его нужно намолить. То есть, когда ты в одном и том же месте молишься, тебе там легче погружаться в молитву, чем когда-либо. Если ты каждый день разговариваешь со своим ребенком, то он совершенно точно тебя услышит и будет тебе отвечать, потому что я глубочайшим образом уверена, неважно, верите вы в Бога или нет. Что называется, от того, что мы верим, что Нью-Йорка нет, от этого он прекрасно остается на своем месте. Вот верим мы в Бога и в вечную жизнь или не верим, с моей точки зрения, но вечная жизнь все равно есть. И Бог все равно есть. Может быть, он разный у каждого, но он есть. Есть высшая сила, которая о нас заботится. Я абсолютно в этом уверена. Поверьте мне, что на всякий случай, предположим, вы в это не верите, но на всякий случай попробуйте с этой силой договориться. Хуже-то не будет. Ну, на худой конец вы просто проведете сеанс психотерапии для себя. Не на худой конец вы действительно установите связь с высшими силами и будете общаться со своими близкими. Вот. Пожалуй, на этом я, наконец, заканчиваю, если у вас уже уши не завяли меня слушать. И давайте подведем итог. Я говорила сегодня о том, что я убедилась снова, что возможность помогать другим людям, вести свой канал и разговаривать с вами о Ване и о том, какой я приобрела опыт с его болезнью, с его уходом, для меня очень важен. И таким образом я ощущаю облегчение и укрепляю свою связь. Вернее, не я укрепляю, таким образом наша связь с Ваней укрепляется. Это первое. Второе – это то, что чувство вины есть практически у каждого человека, когда есть потеря. Старайтесь отделять мух от котлет.
старайтесь вспоминать, в каких ситуациях что происходило, и понять, что вы не безгрешный ангел, вы человек, вы имели право ошибаться, но вы совершенно точно не желали ничего плохого своим близким. И запомните вот это вот хорошее словосочетание невротическое чувство вины. Вот как только вы себе на себе эту тварь заметили, то тут же просто отдавайте себе отчет, что это она, и, соответственно, это ненормально. И поверьте мне, что после этого ваше чувство вины невротическое, оно будет потихонечку так уменьшаться, и рано или поздно, но обязательно пройдет. Потому что я абсолютно уверена, что дорогу осилит идущий. Мои дорогие, я вам желаю всего самого-самого хорошего. Я желаю вам, чтобы вы подумали о вашем чувстве вины, о ваших близких, попробовали попытаться установить с ними и с Господом Богом ментальную какую-то связь. Делали все, чтобы вам было лучше жить. И старайтесь не уходить в сон вечером и не расставаться со своими близкими в ссоре. Мне кажется, это очень, как сейчас говорят, экологично. Ну, я не скажу, что экологично, я считаю, что это просто очень полезно для души. Родные мои, я вас обнимаю. Держитесь. Мы прорвемся. Обязательно прорвемся. Все вместе прорвемся. Это я, как я обычно говорю, зуб даю. А у меня при моем почтенном возрасте все зубы свои. Вот так вот. Спокойной вам ночи для тех, у кого ночь, и прекрасного дня для тех, у кого день только начинается. Пока.